Я приветствую вас, дорогие мои. Меня зовут Лика. Сегодня мы посмотрим, что принесет октябрь. Какие энергии будут в октябре. Но сегодня немного в другом формате мы сделаем расклад. У нас будет 3 направления. Это любовь и отношения, работа и новые начинания. На оракуле мы будем смотреть фундамент, а на таро делать расшифровку. Октябрь месяц. Что принесет нам прекрасный октябрь? Давайте приступим. Первое у нас любовь и отношения. Чего ожидать, да, к чему быть готовым. Какие будут перемены. Далее мы смотрим работу и финансы. Также у нас 3 карты. Оракул Ленорман, лиловые, вишневые сумерки. Глубокая колода. И очень говорящая. И новые начинания для тех, кто именно в октябре хочет что-то начать новое в его жизни, что-то изменить, что-то поменять. Что ж, мы начнем с вами любовь и отношения. 3 карты у нас. Карты хорошие. Карты вышли. Сразу хочу сказать, что здесь, кто был одиноким, прекращается ваше одиночество. Здесь идет собака. Это друг, да, в понимании. Это также союзник. Тот человек, на которого вы можете положиться. Если вы чувствовали, что возле вас нет человека, на которого вы можете рассчитывать, вообще кому можете открыться. Тут идет, что вы долгое время были отделены, как бы сами себя даже закрыли от социума, от своих даже привычных друзей и знакомых. Придет кто-то новый в вашу жизнь. Но также в прямом смысле это и мужчина. В одиночестве здесь закончится период и одиночества, и страданий каких-то, да, возможно, не хватало вам, знаете, вот в прошлом очень много было предательств со стороны мужчины, особенно в неверности. Скажу вот такую информацию, да, идет. И здесь человек придет верный и надежный к вам мужчина. Ну и защитить вас всегда сможет и подставить свое плечо. Что ж, давайте посмотрим расшифровку на таро. Что у нас это говорит? Да, прекращение, трансформацию вы прошли. То есть одиночество для людей, которые были одиноки долгое время, причем, как я говорила, заканчивается. Вы выросли, в этом одиночестве вы стали крепче. Здесь идет и оценка собственных вот качеств, как женщины, да, вы многое смогли сделать сами за этот период. Это вот касается тех, кто одинокий, у кого нет мужчины, кому идет в жизнь мужчина, да, сейчас. Вы смогли, вы знаете, не потерять себя, не сломаться, а наоборот окрепнуть после отношений, которые у вас были в предыдущем союзе, да. Тут и переживания очень сильные были, и боль. Потому что смерть – это перерождение, которое тоже не очень легко дается. Но вам дали это время высшие силы. Во-первых, вас укрепить. Во-вторых, они вас защищали, потому что вот вы как бы не были готовы к отношениям. И в вашу жизнь могли притянуться опять похожие мужчины. То есть, которые могли причинить вам только вред, ну, либо только для опыта, а не для серьезных отношений. Вот сейчас идут перспективы. Паш Пентаклей говорит о том, что вы уже в потоке того, что у вас открываются новые возможности в отношениях. Смотрите, какая карта вышла тут с чаш. Это говорит о том, что да, новые знакомства, исполнение желания по любви, по сердцу, то есть исполнение союза. Это и открытие сердца своего, найдя человека, с которым вы будете счастливы. И я говорю, как про друга, да, это союз с человеком, с которым у вас будут интересные совместные интересы, да, времяпрепровождение. То есть, наконец-то вы найдете себе по духу человека. Это те, у кого, вот, кто чувствует себя одиноким без друзей. Но в основном идет, говорю, о том, что идут новые отношения для вас. Ну, вы вышли королевой Пентаклей. Здесь сразу могу сказать, что, я говорю, вы укрепились очень хорошо. Вы вышли из состояния нестабильности уже в своей жизни и выходите. У кого-то прям октябрь очень сыграет, говорю, эту роль, что вы будете с собой удовлетворены, своей жизнью, радоваться. Потому что здесь и материальная стабильность, и как женщина, говорю, вы устоялись уже, как личность. Вы уже знаете, чего вы хотите от отношений с мужчиной.
И по шестерке мечей хочу сказать, что вы выходите вот именно в баланс. Когда-то, возможно, не знали, к чему вас этот путь приведет, одиночество, да, многое пересматривали, вообще не понимали, даже задавали себе вопрос, а почему я не такая, как все, да, или почему у меня складывается вот так. Вот сейчас у вас эта трансформация прошла к тому, что вы научили балансировать. Вы не даете сейчас себя в обиду и не дадите уже. Ни мужчинам, ни окружающим, потому что окружающие и судачили, и старались, знаете, вот причинить вам какие-то мелкие пакости, потому что зависти было очень много. Вы всегда выходили победителем во всех ситуациях, даже если падали, особенно вот в личной жизни, у кого произошел развод, где расстались, да, с мужчиной на совсем уже, а многие цепляются, потому что как это без мужчины, да как я буду вообще жить, да, а вы так не сделали, даже здесь вас осуждали. Как она вообще решила рискнуть, стать одна? Надо терпеть. Даже вам такое могли говорить, что и окружающие, и родственники. Но вы смогли разорвать те отношения, вы смогли заняться собой, говорю, выйдя из этого, пройти вот этот период самоанализа и психологии с самой собой, вытащить как бы себя из этого всего. И вы молодец. Король жезлов. Мужчина будет вами очень заинтересован, яркий, харизматичный. Мужчина-лидер, за которым идут, которого хочется слышать. Но я хочу еще здесь добавить, что мужчина, который идет к вам с новыми перспективами в жизнь. И для вас это будет новый путь. То есть таких отношений у вас еще не было. Как бы для вас будет многое в новинку. Ну, в хорошем смысле этого слова, потому что у него много сюрпризов за пазухой, так скажу. И планы совместные вы будете с ним строить, создавать. У вас есть впереди будущее, есть фундамент для будущего. Причем мужчина очень достаточно крепко в вас цепится, так скажу, что отпускать он вас точно не захочет. Это будет и ухаживание, и подарки. В дальнейшем уже что-то будет формироваться более серьезно у вас в отношениях. И солнце. Это переход на новый этап. Этот мужчина многое, говорю, вам покажет. Вообще вы с ним жизнь измените. И вот в октябре у многих начнется, именно вот у кого было одиночество, начнется новая полоса с новым мужчиной. Новая жизнь с чистого листа, новые отношения. Тут и туз кубков вышел, и солнце. Замечательные карты. Вы это заслужили, вот скажу так. Я говорю, вы смогли выйти из того, что вам... Точнее, вы прошли то, что вам нужно было как бы вот пройти здесь и по смерти, и по шестерке мечей. Было нелегко очень, но вы смогли. Я говорю, вплоть до того, что на вас давили и окружение, и социум. И даже вы, скажу, что со многими перестали общаться в своем окружении из-за недопонимания, из-за того, что нет поддержки. Все привыкли жить как вот по какому-то сценарию. А вы отказались. Вы решили, что все-таки я хочу быть счастливой. И в вашу жизнь идет счастье. Давайте смотреть работу. Редко убираю. Смотрим работу. Так, ну здесь хочу сказать, что у кого-то желание найти ответы к чему-то новому по поводу работы. Кто-то захочет, возможно, повышение. Здесь также идет, чтобы вас оценили по достоинству. Вот прямо желание, что я обладаю той уже информацией, тем уровнем, да, чтобы меня заметили, так как на том месте, где вы находитесь, сейчас уже как бы нет такого энтузиазма, у вас хотелось бы что-то больше. И именно на октябрь вы будете рассчитывать, возможно, будете вести какие-то переговоры с вашим начальством, да, или с бизнес-партнером о том, что вы хотите чего-то больше сейчас попробовать себя. Но также здесь идет, что чем-то новым можете загореться. Прямо вот страсть на вас какая-то, вот, знаете, может накинуться, так скажу, да, что, возможно, поедете повышать квалификацию, увлекетесь какими-то курсами, какой-то новой, возможно, сферой профессиональной. Именно то, что, может быть, давно забыли. Или вообще никогда как-то не обращали внимания на эту сферу. А вот здесь как раз придет как бы тяга, потянет вас к тому, что для вас было, ну, возможно, не так интересно. А почему это происходит? Да потому что, понимаете, здесь букет, да, вот именно увядание вот этой вот страсти ко всему, что сейчас у вас в работе происходит. Давайте смотреть на работу. Что же принесет октябрь? Вот я говорю, страхи идут. Вот здесь вот нету... Это не то, что только страх. Даже здесь не страх, скажу вам, идет такое, что вы переживаете. А что дальше? Вдруг я просижу на этом месте очень долго, и ничего у меня не будет. Переживайте, говорю, из-за повышения переживайте, что не будет нового потенциала. Вот
ходите на работу как положено. Ну, то есть потому что надо. Чудно. Хорошие карты вышли. Туз Пентаклей. Да, я говорю, здесь будет либо предложение вам, сотрудничество, новый контракт, возможно, потому что по тузу Пентаклей это всегда у нас все новое, и это хорошие перспективы. Это то, что вы заслужили, я говорю, по ключу, то, что ваше. Не то, что вы чье-то место займете или где-то пойдете по головам, а то, что принадлежит вам. И вы переживаете, что этого не будет. Будет мужчина. Здесь, говорю, для кого-то это будет начальник. Может быть, просто авторитетный друг, который вас куда-то переманит в прямом смысле, либо про то, что вы думали. Он может вам предложить так сладко, что вы поймете, что это как раз тот шанс, когда я могу сейчас опять, ну, иметь радость от работы. Я говорю, это может быть абсолютно другая сфера. Это не даже может быть не ваша профессия. Возможно, прозвучит так, что вам предложат попробовать себя в чем-то новом. Но, а для кого-то, я говорю, да, это будет в прямом смысле поощрение начальства, видя ваши страдания и труды, видя, что вы сейчас уже как бы выросли из того, что у вас было, и вам предложат повышение. Давайте посмотрим финансы. Финансы на октябрь. Ваши финансы на октябрь. Карты сегодня не хотят. Смотрим финансы. Резкий прорыв будет. Вот получится даже так, скажу, что вот ваши идеи, желания и проявить себя дадут вам возможность приобрести более финансовую стабильность, больше приработок придет, больше доход появится. Возможно, вообще появится доход оттуда, откуда вы не ожидали. Но здесь сразу же идет совет, что вам надо не сидеть на месте. Во-первых, надо самой двигаться. Видите, что упадок сил, постарайтесь в своей работе сейчас, если не думали вообще о повышении, постарайтесь посмотреть на нее под другим углом, либо искать что-то новое. Там, где вы горите. Потому что, когда вы горите, вы воплощаете свои идеи, свои мысли, свой потенциал, а он у вас огромен. Здесь вышли жезлы. И вы можете многое принести пользу и для себя, и для людей. И создавать, и по королю жезлов до конца идти, воплощая, говорю, эти идеи. Не просто загореться и потухнуть, если что-то не получилось, да, потенциал умер и все. Здесь именно доведение до конца своих целей. Но это и хорошая черта для сотрудника любой компании, я вам так скажу. Потому что вы приносите, я говорю, идеи, приносите качество такого, как я вам в предыдущем раскладе говорила, да, лидер. Это человек, который может руководить даже небольшим каким-то делом, даже большим каким-то делом, понимаете? То есть у вас есть потенциал к повышению, это раз. Будет, возможно, какое-то рассмотрение, освободиться место, либо будет решаться о повышении. Вам нужно сделать что-то, чтобы проявиться. Вам виднее там, где вы находитесь, что вам нужно сделать. Чтобы начальник это оценил. Он оценит, если вы сделаете шаг. Если это новая работа, тоже, когда вас пригласят, позовут, не сидеть тихонько и переживать, да, а вдруг там я выгляжу не так или скажу что-то не то, а вот как вот вы умеете. И я сейчас говорю о том, что вы умеете это делать. Показать себя с самой лучшей стороны, свои проекты, свои достижения за последние годы. Это не только сейчас резюме, это именно ваша энергия, которую вы должны открыться, чувствовать себя уверенно, чувствовать, что это они вас должны ценить. Вы им нужны, а не они вам. Вот понимаете, вот если вот так вот сказать, о чем здесь идет речь. Потому что вы как профессионал в своем деле очень сильный. Если это что-то новое предложат, там, где вы, ну, новая профессия, да, новый, попробовать что-то новое, тоже не теряйтесь. Берите с большой инициативой, как вот за что-то интересное в этой жизни. Тут тоже обстоятельства, конечно, смотрите, я говорю, какие, но у кого вот будет вот так, и вы как бы ждали этого предложения, двигайтесь смело. У вас все получится. Причем там тоже раскроется ваш потенциал. Замечательно. Повышение будет у тех, кто на старом месте остается. Вы себя проявите, повышение будет. На новом месте. Здесь получается, что вы проявите свои лидерские качества, проявите свой весь потенциал, покажете себя, но какие-то моменты держите в рукаве, смотрите, наблюдайте, когда их нужно правильно, как говорится, выложить на стол, эти карты. Все получится. И здесь идет десятка пентаклей. Это, во-первых, благосостояние, это деньги. Мы на финансы смотрели, если помните. Это замечательная карта, закрывающая этот расклад, да, этот вопрос. Это и финансовое приобретение, и повышение, и деньги, и больше зарплата. Вам надо поверить в то, вот что здесь идет еще какая информация, что вы еще можете свернуть горы. Вот так скажу. Потому что по букету здесь, говорю, подувял у вас потенциал. Вам не хватает страсти. И вот эта страсть вот здесь вот по лилиям у вас и выходит. Именно это вас начнет, ваш двигатель, который вам поможет. Ваша страсть к работе, к своему потенциалу. А потенциал, говорю, у вас очень огромный. Все получится.
Давайте посмотрим на новые начинания. Кстати, как раз увидим там, что у нас по поводу новых начинаний. Так, новые начинания у нас интересно. Кто-то в прямом смысле хочет уехать из города, из района, где живет, из дома, возможно, улететь, да, если живет, ну, вылетите в прямом смысле, да, здесь как птенец говорю, уже который повзрослел. Кто-то жил с родителями, возможно, поэтому ищите ответы. Я скажу, что здесь и по мастерам, возможно, ну, ищите, в смысле, похожие расклады, кто-то даже ездит, спрашивает советов, потому что неизвестно, что дальше впереди. Ну, тут в прямом смысле идет изменение, то есть это как бы выход из того, в чем вы сейчас находитесь. И такой может быть. Так как Луна, сразу хочу сказать, вас не поддерживают в окружении люди. В глаза, возможно, лицемерят по поводу ваших планов, даже тот, кто рядом с вами находится. Это если касается сейчас переезда, перелета, обзаведения своим жильем, да. Лгут. Очень много вранья, манипуляции. Здесь хочу сказать, что вообще, по идее, сейчас пока лучше никому в окружении сильно не доверять. Мы сейчас, конечно, разберем, посмотрим, но эта карта болота. Здесь и луна обмана, и тайн, но еще и болото. Эта карта очень такая, ну, одна из самых сложных в этом плане, тяжелых, так скажу. И я говорю, вот как я сказала, что кто-то старается вылететь из этого болота, вырваться. Возможно, говорю, это держит окружение, семья, родственники, я имею в виду, что вы зависите от них. Это, возможно, мужчина, с которым не хотите уже дальше жить под одной крышей. Либо просто хотите изменить свою жизнь и оставить все в прошлом. Все вплоть до тех, кто вас сейчас окружает. Давайте разберем, откуда и куда у нас идет движение. Октябрь, новое начинание. Что он принесет? Я говорю, есть желание, нет уверенности. Попажу здесь, вы очень мечтательный человек, особенно сейчас находитесь в последнее время в мечтах. Вот прям мечтаете, думаете, рассуждаете, как оно лучше, да, здесь вы прямо очень чем-то загорелись по сердцу. Говорю, здесь может быть перелет, переезд, либо влюбились. И такое может быть. Поэтому старое отягощает. Ну, вот я и говорю, у вас, смотрите, давайте возьмем сначала перелет, переезд, желание изменения, выйти из болота. Сейчас берем не отношения, ну, не личную жизнь с мужчиной, а именно ваше сейчас по сердцу. Смотрите, у вас в окружении, во-первых, было предательство недавно. Это и боль, и страдания. Здесь вот вы рассчитывали на каких-то людей, как минимум, я хочу сказать, их 3. Ну, 2 точно идут, которых вот вы привыкли с ними, вы долгое время с ними шли бок о бок, так сказать. Доверяли им, считали их родственными душами, братьями, сестрами, да, для себя прям, даже если они вам не родные. Но как один за одной цепочкой стало что-то, что вы стали видеть в них, то, что вы раньше не замечали. И по 5 мечей вы очень разочаровались в этих людях. Вот я говорю, вас тут и предали, и пустота в сердце, и вообще вы не понимаете, как можно было с вами так поступить. Здесь 10 мечей. Это боль, это разбитые все эмоции, чувства, это страдания. Но это освобождение. Освобождение, я говорю, из этого болота. Вот о чем еще здесь идет для многих речь. Именно в октябре вы во многом поставите точку. И в окружении, и с теми, кто, говорю, вот вас предал. Здесь и сплетни, и желание, когда у вас все плохо, да, у них как бы не то, что хорошо, у них эго повышается, планка повышается, знаете, вот, потому что, говорю, вы всегда сильнее были. Вот вначале вообще идет тут черта через все 3 расклада, вы очень сильный человек. И даже сейчас, несмотря на все, вы не падаете, вы пытаетесь из этого выйти, ищете выход. Она вдаль, видите, здесь смотрит. Видно вам? Угу. Поэтому у многих коснется в октябре чистки до конца своего окружения. И выход, наконец-то, из этого болота. Вы начнете новые, встретятся новые люди, встретятся по сердцу люди. И вы хотели с кем-то поделиться, боялись, что одни с этим не справитесь, а как я буду вообще двигаться в этот, ну, как бы в это будущее, я привык на кого-то все равно как-то рассчитывать, вот это тактильно, да, глаза близких людей. Вы из этого очень переживаете. Не переживайте. Вы со всем этим спокойно справитесь. И даже не надо переживать за тех, кто уходит. Ушли, и, как говорится, хай с ними, потому что они именно вам не нужны. Это, кстати, у меня уже не в одном раскладе в последнем идет. Да, вы очень сильно загорелись идеей. Смотрите, Дука вам говорила, что ваше описание и королева Пентаклей вернулась. Все правильно делаете. Вы сердце закрыли свое, потому что вашей добротой вечно пользовались. И что хочу сказать здесь. Ваша мечта, она исполнима. У вас есть для этого ресурс.
И в октябре вы можете, в принципе, смело начинать, узнавать о том, о чем вы мечтаете, куда, если это переезд, да, или подготавливать почву. Выход, если из болота и освобождение, спокойно прекращать со всеми отношения. Кто у вас, как говорится, достал уже и предал. И у вас получится. Мечта. Идея, мечта. Идите до конца. Я говорю, все у вас получится. Ну, говорю, в прямом смысле у кого-то здесь переезд. Это мир, это другой город, другая страна. Также эта карта говорит о том, что это завершающий этап. В хорошем смысле у вас все завершится. В октябре, уже к концу, скорее всего, октября у вас будут поставлены точки в том, что вас так сильно тревожит и беспокоит. А здесь вы дойдете до конца. У вас получится воплотить все. И у нас еще карта смерть. Хочу сказать по ней, что все, что нужно, в прошлом придется оставить. Октябрь месяц дает вам снять розовые очки. И вы их снимете. Но это все будет очень благополучно для вас. Потрясений никаких я не вижу, только все в лучшую сторону. В любом случае, в октябре у вас будут хорошие начинания. И все дальше зависит, конечно, от вас. Ну так, сегодня у нас говорят карты. Я благодарю вас за то, что были со мной. Смотрите мои расклады, поддерживайте меня. Это очень важно для развития канала. Прошу вас, пишите комментарии, потому что очень жду, как резонирует. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорой встречи, мои хорошие.